Привет, друзья! Меня зовут Наталья, и вы на моем канале «Мое хобби и не только». Сегодня я к вам с готовыми маленькими работами и посмотрим еще мои процессы, которые вы видели на предыдущих видео. Они еще не готовы, но хорошо продвинулись. Сегодня я вам покажу одну из моих готовых работ. Это вот такую вот подушку. Подушка связана мотивами. Я вам показывала эти мотивы на предыдущем видео, когда я училась вязать. На канале «Ну что свяжем» вместе с Ольгой я начинала вязать эти мотивы. У нее связан этими мотивами топ-кроп для молоденькой такой девочки. Но я тоже думала, что у меня будет какое-то плечевое изделие, но так как я еще не рассчитала и не знала, что крючок немножко больше съедает пряжи, чем спицы, и на плечевое изделие у меня просто-напросто не хватило бы пряжи. Поэтому пока я учусь, я решила связать, ну я вам и говорила, что я буду обвязывать подушки на этот диван. И я думаю, что у меня достаточно хорошо получилось обвязать эти подушки. Я обновила вид этого дивана, эти подушечки свои, и очень этим довольна. Еще одна из моих готовых работ, я вам тоже говорила, что наступает уже лето, и хотелось бы открыть скорее пляжный сезон. И думала, что свяжу себе шляпку. Но шляпку я тоже не такая умелица, чтобы я ее раз и связала. Поэтому я попробовала вязать вчера вот такую панаму. Панама мне очень понравилась, как я ее связала. Я ее начала, и буквально за 3 часа я ее связала. У меня все получилось, она мне очень идет. Я ее уже постирала, отпарила. Это хлопок, но хлопок такой толстоватый. И я еще буду себе вязать такую шляпу легкую летнюю с тонкого хлопка. Но вот эта панама мне очень-очень понравилась, как я ее связала. Вот это моя готовая работа. Я очень ей довольна, так как я никогда не вязала крючком, и сейчас я только-только это начинаю делать, и у меня это получается, и такой у меня подъем энергии и вдохновение вязать крючком. И всегда, когда получается, вдвойне хочется еще что-то связать. Поэтому крючок, думаю, что будет в моей жизни и на моем канале будет присутствовать. Так, но летние процессы все больше и больше захватывают меня. И я начала вязать майку. Из льна. Хлопковую хотела сказать. Нет, из льна. Узором рвань. Тут у меня вот будет на горле уже я одну петельку сняла. Начала я ее вязать сверху вниз, без швов. Реглан погон на 4 петли. Сделала углубление по спинке и по передней части. Углубление у меня такое вот достаточно глубокенькое. Большая будет горловина. Я люблю большую горловину. Вот такая вот будет майка. Единственное, что это лен очень тонкий. У меня корзина стоит. Этот лен очень тонкий. Он такой басми. В 50 граммах 350 метров. Китайский лен. И я его смотала в 2 нити. В 2 нити, но вязала, постирала образец. Образец такой стал достаточно легким, пластичным, но немножко грубоватым. И я хотела бы спросить у вас, напишите, пожалуйста, мне в комментариях, кто вязал из льна, как он себя ведет в работе, стоит ли вязать его 100%, чтобы он был. Может быть, мне это не стоит вязать, может быть, стоит распустить и сделать подмот, допустим, к хлопку, даже, может быть, к тоненькой акрилу. Ну, акрил, сами понимаете, акрил.
Конечно, это не для лета. Но тем не менее. Поэтому я жду ваших комментариев и хотелось бы спросить ваше мнение. Как насчет вот льна и будет ли он после ВТО более такой мягкий? Пока, конечно, полотно грубоватое. Да, образец я связала, и образец я постирала, он достаточно такой стал мягким. Но что образец? Образец 10 на 10 там, сантиметров или там 15 у меня был на 15, да. А вот как будет вести такое вот большое полотно, мне бы хотелось знать. Или стоит ли его все-таки сделать под мод, у меня еще пряжа есть, и связать что-то другое, но не из стопроцентного льна. Вот это я хотела бы у вас спросить. Ну и мое изделие, которое я вяжу, это жилет кокон. Он уже у меня на финишной прямой. Тоже вяжется одним полотном сверху вниз. Реглан погон. Погон у меня будет такой спущенный, длинный. Тоже также делала росток, углубление по передней части, по спинке делала. Здесь связала пройму рукава, подрез. Вот такой у меня подрез на 6 петель. Здесь я начала вязать резинкой сразу же. Полоса будет резинкой с боков, с двух боков. И в планах у меня спинка, чтобы была чуть-чуть ниже, чем передняя часть. И маленькие с боков разрезики. Но это пока в планах. Как оно будет, не знаю, смотреться. Хлопок такой с таким блеском. Но я вам показывала на предыдущем видео, что я связала костюм шоколад. И я уже знаю, как этот хлопок себя ведет после ВТО. Он распрямляется, все петли становятся ровными. Полотно пластичное, воздушное, легкое. Поэтому мне нравится вязать с этого хлопка. И у меня еще один такой моточек. Но уже я хочу связать себе джемпер. Может быть, или летнюю кофточку какую-то. Но хотелось бы найти какой-то красивый ажурный узор и связать ажуром. Ажуром мне вязать нравится, но почему-то в последнее время я вяжу все лицевой гладью. Начну как-то и пошла. Обычно я вяжу сверху вниз регланом, погоном, этим японское плечо мне очень нравится вязать. Круглые кокетки, у меня пару кофточек летних есть на круглой кокетке. Может, потом, вот когда лето придет, буду носить, вы увидите их. И вот шивных изделий у меня мало. Мне не нравится сшивать, швы делать. Почему, не знаю. Больше предпочитаю вязать вот сверху вниз. Вот. Пишите мне, как вы любите вязать, какие у вас изделия есть, что предпочитаете. Давайте вдохновлять друг друга на вязание. Ну, на этом, наверное, будем прощаться, но ненадолго. Скоро мы уже увидимся. Пока-пока. Спасибо, что заходите на мой канал.